Барев народ! Сегодня мы будем говорить о периоде правления представителей династии Арташесидов, а также об Армении в раннеэллинистический период. Как мы узнали с прошлого выпуска, основателем династии Арташесидов был Арташес I, который был стратегом Антиоха Великого. Греко-римский античный историк Страбон в своей работе «География» писал: рассказывают, что Армению, которая в прежние времена была небольшой страной, увеличили войны Арташеса и Зареха. Оба они первоначально были полководцами Антиоха Великого, а впоследствии, после его поражения, стали царями. Первый – царем Софены и ряда других областей, а второй – царем страны вокруг Арташата. Они расширяли совместно свои владения за счет территории соседних народностей. Упоминаемый Страбоном Арташат – это город, который построил Арташес и сделал его столицей своего царства. Этот город был построен в 176 году до нашей эры у слияния рек Аракс и Мецамор. Согласно распространенной легенде, основать город царю посоветовал карфагенский полководец Ганнибал, и он же руководил строительством города. Зарех, который, как мы знаем, правил в Софене и был представителем династии Ервандидов, тоже построил и расширил много городов и замков. Страбон также привлекает наше внимание к лингвистическим последствиям объединения различных армянских областей двумя династиями – Арташесидами и Ервандидами. Страбон писал, что благодаря этому объединению все жители этих разных округов теперь говорят на одном и том же языке. То есть наблюдения Страбона показывают, что за 1,5 века, которые отделяли его от Арташеса I, языковая арменизация Армении завершилась, и в истории армянского народа начиналась новая глава с великими событиями. Так как государство селевкидов сильно ослабло, настолько, что даже не пыталось восстановить свою прежнюю власть над зависящими от него территориями, для Армении наступало очень удобное время для новых завоеваний. Риму, который в то время был главным игроком в Передней Азии, тоже было не до армянских царей, потому что ему в первую очередь нужно было окончательно разобраться с селевкидами. Но совсем спокойную жизнь, как говорится, никто не обещал. Поэтому с юга на Армению надвигалась новая угроза – это Парфянское царство. И для того, чтобы более точно и качественно понимать период правления и условия правления династии Арташесидов, нам нужно погрузиться в историю возникновения Парфянской империи. Парфянское царство образовалось примерно в 250 году до нашей эры из селевкидской сатрапии Парфия. То есть мы можем видеть территорию сатрапии Парфия и как она буквально за 30 лет возросла в огромную империю. Парфян нередко отождествляют с персами, но это является ошибочным мнением, поскольку парфяне представляют собой отдельный индоиранский народ, часть которого впоследствии смешалась с персами, а другая часть с тюрками. Царь Парфии Митридат I из династии Аршакидов объявил себя преемником Ахеменидов, приняв титул царя царей. А я напомню, что Ахемениды – это династия правителей Древней Персии. В 129 году до нашей эры Митридат разгромил войско селевкидского царя Антиоха VII, тем самым подтвердив свои претензии на доминирующую роль в регионе. При парфянском царе Митридате II Парфия достигла своего пика могущества. Ее границы распространились от Месопотамии до Индии. Парфия соперничала с Римом за контроль над Малой Азией, Арменией, Сирией и Палестиной. В 120 году до нашей эры, во время правления Митридата II, который позже был назван Великим, владения и завоевания парфян дошли до армянских границ. Проиграв несколько сражений парфянам, Артаваст I, это старший сын Арташеса I, был вынужден признать сюзеренитет парфян и отдать парфянам в заложники своего младшего брата Тиграна. Это было тотальное поражение со стороны армян. Однако все могло бы быть и хуже, потому что хоть и пришлось пойти на значительные уступки, но Артавазду удалось сохранить свое государство.
Артаваст I умирает в 115 году до нашей эры, и парфяне сажают на престол его старшего брата Тиграна I. Тигран I был достаточно лоялен к парфянам. Лояльность Тиграна I сохраняла жизнь его сыну, который до сих пор оставался заложником парфян. Сына Тиграна I тоже звали Тигран. Тигран I правил в течение 20 лет, и после его смерти его сыну Тиграну II пришлось выкупать у парфян свое право занять престол. Выкуп произошел следующим образом. Тигран II передал определенные территории, которые принадлежали армянскому царству, парфянам. Страбон пишет о переданных парфянам 70 долинах. Таким образом, с позволения и соглашения парфян, Тигран II становится новым армянским царем. В это же время в Понте правит Митридат Евпатор, который всеми силами пытается избавиться и противостоять римлянам. А Рим находится на грани гражданской войны. Но все же Рим достаточно силен, поэтому Митридат Евпатор понимает, что ему нужны сильные союзники. Исходя из этих событий, в 94 году до нашей эры Митридат заключает союз с Тиграном II, и в знак укрепления этого союза он выдает за Тиграна свою родную дочь Клеопатру. Союзники договорились завоевать Каппадокию, земли которого должны были влиться в Понтийское царство, а вот пленные и добыча, которую получали цари от завоевания, должны были перейти Тиграну. Заодно они поделили и весь регион. Малая Азия должна была стать понтийской, а Тигран мог завоевать Сирию и то, что лежало к востоку от нее. Кстати, это соглашение указывает на то, что, по мнению Тиграна, Великая Армения, которую он создавал, должна была расширяться только на юг и на восток за счет государства селевкидов и Парфянского царства. На западе же Тигран действовал так, чтобы Понтийское царство в будущем заняло всю Малую Азию и просто стало буфером между Арменией и Римской империей. В том же году Тигран захватил Софену и Кордук. Царь Софены Артанес был схвачен и убит. И таким образом закончилось раздвоение Армении, и, как верно отметил Страбон, армянский народ стал политически единым. Когда единство Армении было достигнуто, Тигран был втянут в мировую политику, а именно в конфликт Митридата Евпатора и Римской империи. По соглашению с Митридатом в 93 году до нашей эры Тигран II начинает войну с Каппадокией. Поначалу все складывалось достаточно удачно для Тиграна. Почти не встречая никакого сопротивления, занимает всю Каппадокию, заставляет здешнего царя римского ставленника бежать в Рим и ставит на каппадокийский престол митридатовского кандидата по имени Горий. Но уже через год, в 92 году до нашей эры, римский полководец Луций Корнелий изгнал армян из Каппадокии и вернул прежнего римского ставленника на престол. Итак, Каппадокия стала местом, где в первый раз столкнулись интересы Тиграна II и Римской империи. Тигран не хотел ввязываться в открытый конфликт с римлянами, поэтому он перевел фокус внимания к территориям Парфии. Государство селевкидов доживало свои последние дни и уже не представляло никакой опасности для Тиграна. В Парфянском же царстве в 91 году до нашей эры главный сатрап по имени Гатарс поднимает мятеж и провозглашает себя независимым царем. Поэтому по причине этого мятежа парфянскому царю Митридату II пришлось признать Гатарза своим соправителем. А когда в 88 году до нашей эры парфянский царь Митридат II умирает, Гатарс начинает открытую войну за престол с сыном Митридата II Ородом. Ну и, конечно же, Тигран II воспользовался этой ситуацией смуты в Парфянском царстве, и сначала он вернул себе те области, которые он вынужден был заплатить, чтобы воцариться, то есть те самые 70 долин, а потом начал отрезать от Парфии кусок за куском, завоевывая их.
Армянские войска далеко углубились на территорию Парфии, дойдя вплоть до Мидии и до ворот Экбатаны, и даже сожгли там дворец аршакидского сатрапа. И после взятия Экбатаны Тигран начал называть себя царем царей. Лишенные господства парфяне были вынуждены заключить союз с Тиграном. Закончив завоевание парфянских земель, Тигран согласился на заключение мирного договора, чтобы иметь возможность решить другие проблемы своей страны. На севере Тигран сделал своими вассалами иберов и албанов. После покорения Тиграном Осроены его признала своим сюзереном и Комагена. И в результате этих завоеваний мы видим, что Сирия, это бывшие селевкиды, просто упала в руки Тиграну как спелый плод. В Сирии селевкиды потеряли всякий авторитет из-за противостояний их семьи, и в стране царила анархия. Сирийцы обратились к Тиграну и предложили ему корону своей страны. И так армянские войска вошли в Сирию. Римский историк Гней Помпей Трок пишет о воцарении Тиграна в Сирии следующее. Взаимная ненависть между братьями, а затем и между их сыновьями, унаследовавшими вражду от своих родителей, привела к непрерывным войнам, которые довели сирийское царство и его царей до полного краха. В конце концов, народ прибег к помощи извне и начал подыскивать себе царя из чужестранцев. Одни считали, что надо призвать Митридата Понтийского, другие стояли за Птолемея Египетского, но вышло так, что Митридат был занят в то время войной с римлянами, а что касается Птолемея, то он всегда был врагом Сирии. Поэтому все сошлись на царе Армении Тигране, который имел собственные войска, был в союзе с Парфянским царством и в родстве с Митридатом. Будучи призванным на сирийский престол, он в течение 17 лет правил совершенно спокойно. Он не беспокоил войнами других, и его никто не беспокоил, поэтому у него не было необходимости воевать. Экспансия на юг и запад вызвала необходимость построения новой столицы, так как Арташат находился уже далеко на восточной окраине расширившегося армянского государства. Новую столицу Тигранакерт было решено построить к юго-западу от озера Ван, на месте пересечения важных торговых путей. Тигранакерт был построен в 70-е годы до нашей эры. Сюда Тигран насильственно переселял людей из разных мест – из Месопотамии, Киликии, Каппадокии и даже из Иудеи. Страбон упоминает о переселении жителей 12 греческих городов, а Плутарх пишет о переселении арабов. То есть в Тигранакерте было два типа населения. Первое – это городские жители самой столицы, которую Тигран хотел сделать школой греческой культуры, переселив в нее греков-колонистов из Малой Азии. И второй тип населения – это сельское население окрестностей города, которое Тигран населил арабами-кочевниками из сирийской пустыни, заставляя их привыкнуть к оседлости. Тигранакерт был надежно защищен толстыми каменными стенами высотой в 25 метров. Точная толщина стен неизвестна, но древнеримский историк Аппиан писал, что в нишах этих стен располагались конюшни, и, следовательно, эти стены были достаточно толстыми. К сожалению, Тигранакерт не сохранился до наших дней, и на его месте сейчас находится город Сильван. Кроме столичного Тигранакерта, Тигран Великий основал еще 6 городов, носящих его имя – Тигранакерт или Тигранаван. Историки классической эпохи позволяют нам также бросить взгляд на устройство империи Тиграна Великого. Она была скопирована с монархических государств иранского мира. Парадный церемониал был таким же, как в Сузах и Персиполе. Целая толпа людей составляла свиту Тиграна Великого. 4 из них постоянно были вокруг него, как судебные приставы или телохранители. Каждый раз, когда Тигран давал прием, они стояли вокруг него, скрестив руки. Так полагалось вести себя правителем-вассалом перед великим царем. И это показывает, как сильна была традиция ахеменидов в странах Востока. Следуя тем же иранским обычаям, Тигран появлялся на публике в роскошнейшем наряде, одетый в бело-красную полосатую тунику, закутанный в пурпурную одежду с длинными складками, в высоком головном уборе, украшенным
звездами. Именно Тигран Великий установил должности 4 вице-царей пограничных областей. Такой правитель назывался Бдеашх. С этой должностью, конечно же, сочеталось и владение огромными поместьями в управляемом регионе. Мы знаем имя одного из этих приграничных Бдеашхов, которому Тигран поручил управлять Сирией. Его звали Мегадат. Следует также отметить, что в империи Тиграна значительное место занимала греческая культура. Супруга царя Клеопатра, дочь Митридата Евпатора, привлекала в Армению греческих артистов и литераторов. Кроме того, принца в семье Тиграна воспитывали по-гречески. Его сын, будущий царь Армении Артавас II, даже стал выдающимся писателем, и писал он на греческом языке. Итак, империя Тиграна, армянская в своей основе, была причастна к 2 великим культурам своей эпохи. Хотя придворный церемониал и феодальная организация государства были унаследованы от персидской державы ахеменидов, в царскую семью и среду придворных начала проникать греческая культура, действие которого еще усиливалось тем, что в состав империи Тиграна Великого входила Сирия. Армия Армянской империи была, возможно, самой сильной на Востоке. Армия была феодальной. Основой войска были отряды, приведенные по первому или второму вызову царя землевладельцами, которые соответствовали позднейшим европейским баронам и в то время назывались мегистаны. Общая численность армии могла достигать 500 тысяч человек. Военная казна хранилась в крепостях Алани и Бабирса в самой недоступной части Верхней Армении. Когда Армянская империя была в своем расцвете, Тигран столкнулся с Римом. В это противостояние его втянул его родственник Митридат Евпатор. Царь Понта, Митридат Евпатор, был изгнан римлянами из своего государства летом 72 года до нашей эры. Был он изгнан, конечно же, в результате своего поражения в битве с Римом. И, конечно же, Митридат убежал и приехал искать убежище у Тиграна в Армении. Так как Митридат был тестем Тиграна, армянский царь не отказал Митридату в убежище. Однако он лично не встретился с царем Понта, а поселил его далеко от двора, подарив ему укрепленный замок и стражу. Тиграна считали бессердечным из-за того, что он отрекся от союзника и родственника, когда с тем случилось несчастье. Но на самом же деле царь Армении поступил очень благоразумно, потому что он не хотел ввязываться в драматические события вокруг Понтийского царства и ставить на кон судьбу своей обширной империи, которую он строил на протяжении 23 лет. То есть Тигран Великий хотел сохранить полный нейтралитет в этом конфликте. Но к Тиграну прибывает римский посол с поручением потребовать выдачи Митридата Евпатора. Послом был Апий Клавдий, который являлся братом жены полководца Лукула, а Лукул — это как раз тот полководец, который Понтийское царство завоевал. Тигран в это время не был в столице, а был на юге Финикии. Он покорял последние города, которые еще были на стороне селевкидов, и поэтому Тигран попросил Апия дождаться его в столице. И это было ошибкой, потому что римский посол не стал тратить время зря, а использовал это время, чтобы вступить в сговор со многими правителями, вассалами Армении, которые были чем-то недовольны, и подстрекать к мятежу людей. В самой Сирии Клавдий пытался убедить греческих жителей восстать против Тиграна, потому что видел, что жители этих городов чувствовали себя независимыми, и им было тяжело терпеть вот эту восточную пышность империи Тиграна Великого. Когда Тигран вернулся из Финикии, он получил прямой ультиматум: либо ты возвращаешь Митридата Евпатора, либо жди войны. Но, как мы уже сказали, Тигран сделал все, чтобы избежать войны с Римом. Само его решение держать Митридата подальше от своего двора свидетельствовало о том, что не желает он войны. Но, с другой стороны, Тигран не мог выдать тестя римлянам
не опозорив себя. Поэтому он был вынужден отказаться выполнить это требование. Нужно отметить, что сам полководец Лукул явно не оставил Тиграну другого выбора, потому что в своих письмах к Тиграну Лукул называет его просто царем, а не царем царей, и ясно давал понять, что он отказывается признавать завоевание Тиграна и сам принцип, на котором основана Армянская империя. Конечно же, после этих событий война стала неизбежной. В 69 году до нашей эры Лукул вторгается в Армению и подходит к столичному городу Тигранакерту. Гарнизон Тигранакерта успешно отбивал атаки Лукула. Царь Тигран в то время находился в Арташате, а его главные силы были сосредоточены в Палестине и на севере Аравии. Тиграну удалось подтянуть войска к новой столице до ее падения. В октябре 69 года до нашей эры близ Тигранакерта произошло сражение армянской и римской армии. Тигран имел численное превосходство над 15-тысячным римским войском. Если верить Плутарху, то превосходство было чуть ли не 20-кратным, но по более скромным оценкам 7-кратным. Однако римская армия была одноязычной и хорошо подготовленной, в то время как армия Тиграна была разномастным как по национальному признаку, так и по условиям подготовки. В войске Тиграна было 250 тысяч пехоты и 50 тысяч всадников. Тигран посылает около 6 тысяч людей в Тигранакерт. Эти воины прорываются через римлян в Тигранакерт, забирают оттуда жен и имущество Тиграна и возвращают их ему. С остальным войском Тигран идет на Лукула. Здесь отмечу, что тот самый родственник Митридат Евпатор советовал Тиграну не нападать напрямую на Лукула, а окружить его конницей и, опустошая их продовольствие, морить их голодом. Но Тигран посмеялся этому плану и сказал, что будет сражаться. Посмотрев на войско Лукула, Тигран сказал: «Если это послы, то их слишком много, а если это враги, то их слишком мало». Что же делает Лукул? Лукул смотрит на войско Тиграна и видит позади войска Тиграна удобный холм и приказывает своей коннице нападать на Тиграна с фронта. И когда они будут нападать на Тиграна с фронта, тут же отступать без сопротивления. Таким образом, получается, что конница нападает на Тиграна, Тигран начинает гнаться за этой конницей, и конница расходится по разным направлениям. Армия Тиграна начинает бежать за беглецами и теряет свои ряды. В это время Лукул незаметно с пехотой пробирается на этот холм и видит, что на этом холме весь вьючный скот армии Тиграна и все имущество. Увидев эту картину, Лукул громко воскликнул: «Победа наша, о мои храбрецы!» и первым побежал на вьючный скот. Получилось так, что эти животные в беспорядке побежали и навалились на пехоту войска Тиграна Великого, а пехота навалилась уже на конницу войска Тиграна Великого. И бегство войска Тиграна было всеобщим, и в тот день произошло страшное избиение. Таким образом, римляне разгромили армию Тиграна, а затем разграбили Тигранакерт. Отмечу, что ворота Тигранакерта были открыты перед римлянами, теми людьми, которые были недовольны насильственным переселением в столицу. Греческие наемники, которые составляли основу столичного гарнизона, увидев поражение Тиграна, просто сложили орудия и сдались римлянам. Кстати говоря, знаменитые Лукуловы пиры, поражавшие современников своей роскошью, оплачивались тем, что Лукул захватил в Тигранакерте, потому что эта добыча стала основой его нескончаемого богатства. В 68 году до нашей эры произошла битва при Арташате. Вот насколько далеко смог продвинуться Лукул. Здесь можно сказать, что сражение закончилось в ничью. Армянам не удалось разгромить римлян, а римлянам не удалось захватить Арташат.
Наступление зимы, усталость от бесконечных сражений и растянутость коммуникаций вынудили Лукула вернуться обратно в Рим. Тигран попытался взять реванш, совершив поход в Малую Азию и отвоевав часть понтийских владений, которые были захвачены римлянами. Однако эти успехи уже не могли остановить начавшийся процесс распада государства, созданного Тиграном Великим. На завоеванных им территориях начинали вспыхивать восстания, самым крупным из которых было антиармянское движение в Парфянском царстве. Тиграну очень большой ценой и кое-как удалось успокоить парфян и подавить некоторые восстания. От своей любимой жены Клеопатры, дочери Митридата Евпатора, Тигран имел 3 сыновей, и все 3 плели заговоры против своего отца. Старший сын Зарех сговорился с некоторыми армянскими мегистанами и пытался восстать против своего отца, но во время восстания был убит. Второй сын, когда под его уже старым отцом упал конь, подумал, что Тигран умер, и объявил себя царем, даже не удосужившись выяснить, действительно ли умер Тигран. Третий сын, Тигран-младший, поднял мятеж против своего отца, когда тот воевал в Каппадокии против римлян. Тигран Великий победил в этом сражении против своего сына, и Тигран-младший был вынужден бежать в Парфию, чтобы найти там убежище. Царь Парфии Фрат III с радостью принял Тиграна-младшего, потому что он был женат на его дочери. Это был 66 год до нашей эры. Тиграну Великому было 74 года, и он только-только начал оправляться после римского вторжения. И в этом же году на государство Тиграна нападают парфяне. Конечно же, с подачки его сына Тиграна-младшего. Парфяне одним рывком достигли Арташата, но на этом их успехи закончились. Когда враг оказался в 15 милях от столицы, Тигран Великий предложил пойти на переговоры и на мировую. И на самом деле это был достаточно мудрый шаг со стороны Тиграна Великого, потому что зачинщиком вторжения парфян был его собственный сын, который подговорил парфянского царя вторгнуться в Армению, а с запада на государство нападали римляне. К тому же у Тиграна Великого было основание подозревать, что к мятежу Тиграна-младшего подговаривает Митридат Евпатор. То есть у Тиграна не было никого, кому бы он мог довериться. И таким образом, окруженный предателями, Тигран решил довериться и отдаться милости римского императора Помпея и отправился в римский лагерь. И доверие его было вознаграждено. Когда царь по античному обычаю встал перед Помпеем на колени, как просящий царь, Помпей подошел к нему, поднял его с колен, надел ему на голову царскую корону и сказал, что Тигран не потерял своего царства, а наоборот, приобрел дружбу римского народа. И действительно, Тиграну пришлось отказаться от завоеванных им земель только за пределами Армении, от Сирии, Комагены, Асраены, Мигдонии, которые в сущности Тигран потерял уже давно. Согласно соглашению с римлянами, Тигран сохранил за собой Армянское Нагорье и часть захваченных у Парфии территорий, а также восточную часть Малой Армении, ранее принадлежавшей Митридату Евпатору. Вы спросите, что же произошло с Митридатом Евпатором? В 63 году до нашей эры он, осознав, что потерял все, не выдержал этого и покончил жизнь самоубийством. По Римскому соглашению Тигран также обязывался заплатить контрибуцию в размере 6000 талантов серебра. 1 талант серебра – это 26 килограммов. После выполнения всех этих условий Тигран был принят в число союзников Римской империи. А сын-изменник, Тигран-младший, был справедливо наказан за свое предательство. Помпей сначала обещал Тиграну-младшему Софену, но тот был недоволен таким маленьким куском для правления и повел себя достаточно дерзко по отношению к римскому императору. Тогда Помпей поступил действительно как император и велел заковать Тиграна-младшего в цепи, а Софену отдал каппадокийскому наместнику. Помпей сказал, что судьбу Тиграна-младшего будет решать его отец, царь Армении.
Вообще, великодушие Помпея по отношению к Тиграну было наилучшей политикой для обеих сторон, потому что в лице Тиграна Рим приобретал вассала, который сдерживал бы парфян. И соглашение между Тиграном и Помпеем, который назывался Артаксатский договор, начал приносить плоды. Армения вошла в число подчиненных Рима и поэтому отворачивалась от парфянского Ирана, поскольку Артаксатский договор был заключен против Парфии. Армения становилась оборонительным укреплением римлян против давления парфян, а союз с Римом оберегал Армению от этого давления. И таким образом была сохранена основная часть того, что создал Тигран Великий. Главным было то, что единство Армении сохранилось и стало прочней. Да, мечта об армянской империи от границ Палестины до границ Мидии исчезла навсегда, зато Армения вышла из этого испытания победительницей, а ее национальная идентичность и культурная автономия были обеспечены в качестве положения страны как союзника Рима. В общем, царствование Тиграна вовсе не закончилось полным поражением, как считают некоторые историки. Очевидно, что при этом царе Армения испытала много бедствий, но дело было скорее в окружении царя, чем в нем самом. Поздние историки не упускают случая противоставить безумным предприятиям Митридата Евпатора сдержанное и осознанное поведение Тиграна Великого. Царь Понта действительно был одним из самых активных среди известных личностей своего времени. Вот только в этой опасной игре царь Понта потерял свое государство и погубил свою династию. А Тигран, который выглядел менее ярко на фоне Митридата Евпатора, оставил после себя бессмертное наследие Армению. Тигран II умер в 55 году до нашей эры, когда ему было 85 лет. Последние 10 лет правления были мирными. Преемником Тиграна стал его сын Артаваст, известный как Артаваст II. В самом начале своего правления Артаваст II оказался в очень непростой ситуации. В 54 году до нашей эры Марк Лициний Крас выступил против парфян с 40-тысячным войском. Войну с Парфией он начал без особого повода, но сама ситуация в регионе подталкивала к новому конфликту, потому что Понтийское царство погибло, Армения ослабла, и Парфия оставалась единственным серьезным противником Римской империи. Артаваст II, как вассал Рима, предлагал Красу военную помощь – 30 тысяч всадников. Но Артаваст II предлагал эту помощь только в том случае, если Крас пойдет на Парфию через территорию Армении. В таком случае армянские войска оставались бы на территории своего государства и смогли бы защитить свою территорию от возможного вторжения парфян через южные границы. Путь через Армению был выгоден для римлян еще потому, что он пролегал через горные местности, а эти горные местности ограничивали бы возможности конницы, которая служила основой парфянской армии, потому что пехота для парфян была второстепенной, вспомогательной разновидностью войска, и коренные парфяне в пехоте не служили. Туда набирали только представителей покоренных народов. Но Крас почему-то выбрал равнинный путь через пустыни Месопотамии и был разбит парфянами в 53 году до нашей эры. Поражение римлян было сокрушительным и позорным. 40-тысячный римский корпус разгромили 10 тысяч конных лучников и 1 тысяча тяжелых кавалеристов. Кроме того, парфяне смогли заманить Краса в ловушку и жестоко убить. В глазах римлян Артаваст II был предателем и изменником, который не предоставил Красу военную помощь. Так считал и сам Крас. То, что Артаваст II предлагал Красу идти через Армению, и то, что ему нужно было оставаться в пределах своего государства, чтобы защищать свои территории, во внимание не принималось. Таким образом, Артаваст II оказался между двух огней. В сложившейся ситуации союз с парфянами выглядел наиболее целесообразным, потому что Рим был далеко, и дела его шли не лучшим образом, а парфяне были близко к Армении. Итак, Армения при Артавазде II сменила курс дружбы с римлян на Парфию. В Риме после убийства Цезаря в 44 году начались гражданские войны.
и это отсрочило очередной римский поход на Парфию, а парфянам дало возможность совершать набеги на римские владения. Принимали ли участие армяне в этих набегах, мы не знаем. В конечном итоге, после смерти Цезаря, римские владения были разделены между его племянником Гаем Октавианом и полководцем Марком Антонием. Октавиан правил в Риме, а Антоний укрепился на востоке. В конце 37 года до нашей эры Антоний вступил против парфян, избрав на сей раз правильный путь через Армению. Артавас II присоединился к нему, к Антонию, и предоставил 6 тысяч всадников и 7 тысяч пеших воинов. Оставив позади обоз с тяжелыми осадными оружиями, а также армянскую конницу, Антоний вторгся в Атропатену и осадил ее столицу Фрааспу. Тем временем парфяне захватили обоз и разгромили 2 легиона, которые этот обоз охраняли. Артавас II не стал сражаться с парфянами. По одной из версий, он увел свою конницу от места сражения, потому что видел значительное превосходство парфян. По другой версии, он просто опоздал на место сражения. Ну а третья версия, которую выдвинул сам Антоний, трактовала действия Артавазда II как предательство. Сам Антоний не смог взять Фрааспу и, к тому же, при отступлении потерпел значительные потери. Мы знаем, что великие полководцы никогда не проигрывают сражений по своей вине и всегда ищут виноватых. В этот раз козлом отпущения стал Артавазд II. В 34 году до нашей эры Антоний явился с войском в Армению, пригласил Артавазда II на встречу и пленил его, обвинив в предательстве. Стоявшая в Эрете золотая статуя богини Анаид, которая считалась священным оберегом Армении, была разбита, и ее куски были розданы римским солдатам. Через несколько лет Артаваз II был казнен по приказу Клеопатры. Артавазда II, несомненно, можно отнести к числу легендарных правителей Армении. Прежде чем он оказался в плену из-за подлого заговора Антония, он всеми силами боролся за независимость Армении. Но кроме всего этого, Артаваз считается основоположником армянской литературы на иностранном языке и армянского театра. Вероломство Антония против Артавазда II на многие годы изменило политический курс Армении. Армения, которая во время походов Краса и Антония считалась оплотом Римской империи против Парфии, теперь снова стала парфянским союзником. Антоний обращался с царством Артавазда II как с завоеванной страной. Он отдал Армению одному из своих сыновей от Клеопатры, малолетнему Александру. А чтобы обеспечить поддержку своему сыну Александру, он женил его на дочери царя Атропатены. Так, царь Атропатены снова оказался в милости у римлян, а у Артавазда II была трагичная судьба умереть от рук Клеопатры. Армяне не захотели мириться с тем, что Марк Антоний поставил царем Армении своего младшего сына. Поэтому армяне восстали против этой узурпации и провозгласили царем Арташеса II, сына Артавазда II. Но Арташес II был вынужден бежать от объединенных сил Антония и царя Атропатены. Так он укрылся в Парфии. Таким образом, Парфия стала защитником законной власти Армении. В тот момент Антоний вступает в решительную борьбу за свою власть в Риме со своим соперником Октавием и вынужден созвать все оккупационные римские войска из Армении к себе. Воспользовавшись этим моментом, парфянский царь Фраат IV нападает и одерживает победу над правителем Атропатены. И благодаря этой победе Фраата Арташес II возвращается на трон Армении, и с согласия парфян даже становится царем Атропатены. Снова завладев наследством своих предков, Арташес II думал только о мести за своего отца Артавазда II, с которым так подло поступили. Он, как когда-то Митридат Евпатор, приказал казнить всех римлян, которые находились на территории его страны. Но император Август, правивший тогда римским миром, не мог оставить такое оскорбление без внимания, поэтому в 20 году до нашей эры Август высылает в Армению своего пасынка Тиберия.
В Армении в это время сторонники Рима убивают Арташеса II и провозглашают царем его брата Тиграна III. Тигран III был заложником в Риме и на тот момент продолжал жить в Риме. Тиберий, посланник Августа, официально возводит на армянский престол Тиграна III и возлагает на его голову царскую корону. Царствование Тиграна III с 20 по 12 года до нашей эры было временем мирного установления протекториата Рима над Арменией. Но после ранней смерти Тиграна III за его престол начали бороться члены его семьи. Одну из сторон, Тиграна IV и его сестру Эрата, поддерживали приверженцы Парфии, а другую, Артавазда IV, сторонники Рима. Наконец, в I веке до нашей эры Август посылает в Армению своего внука Гая Цезаря, который вернул Армению под протекториат Рима. И он даже встретился с царем Парфии Фратом V и при этой встрече добился признания протекториата Рима над Арменией Аршакидским двором. Во время этой междоусобной войны в семье арташесидов Рим решил сменить правящую династию в Армении и отдать корону в семью царской династии Атропатены. Сначала они возвели на армянский трон царя Атропатены Ариабарзана, потом его сына Артавазда V. Но эта новая правящая династия не смогла удержаться на престоле. Причиной этой частой смены династий определенно являлось феодальное устройство армянского общества, потому что сильнейшие из знатных семей вставали на сторону того или другого претендента и поддерживали анархию в стране, чтобы обеспечить свою независимость. В этом выпуске мы подробно рассмотрели период правления династии Арташесидов. Это был непростой период, но главной задачей этих царей стало то, что они сохранили армянскую идентичность и целостность армянского царства, несмотря на серьезные внешнеполитические угрозы от таких мощных империй, как Рим и Парфия, и несмотря на внутренние политические интриги и предательства. Это было прекрасное время взлетов и падений, но судьбоносные решения для армянского государства были еще впереди. В следующем выпуске мы поговорим о становлении династии Аршакидов и о первых ее царях. Если вам был полезен этот выпуск, поставьте лайк на это видео. Напишите о том, что нового вы сегодня узнали. А также поделитесь этим видео, чтобы как можно больше армян узнало историю своей страны. Если у вас есть желание поддержать наш проект финансово, вы можете это сделать, перейдя по ссылкам в описании. Спасибо, что были с нами. Мнак Баров.